Всем привет! Поступил на ремонт лодочный мотор Yamaha 50 в разобранном виде. Это его редуктор с ногой и струбцинами. Двигатель отдельно, поддон отдельно. Мотор разбирали, отдавали на ремонт. Однако там его сделать не смогли, только сломали. И в итоге привезли к нам. Если честно, что-то мы устали уже от этих конструкторов. Это опять начнется поиск деталей, поиск болтов. С мотора был снят гидроподъем. Владелец это объяснил тем, что они ходят по мелководью. Поэтому специально сняли гидроподъем, чтобы мотор подкидывало. Это место находится под двигателем. Здесь выхлоп, здесь подача охлаждения к мотору. А это демпферы верхние. Сверху еще должна быть крышка. Крышка отсутствует. Здесь залом. Вот трещина. И там за болтом сквозная дыра. Мотор привезли в таком виде, со снятым двигателем, со снятым поддоном. Я не знаю, для чего здесь начали все разбирать. Наверное, хотели восстановить вот эти все проблемы. Но кроме этого, здесь еще почти полностью прогорела стенка выхлопа, которая находится между выхлопом и рубашкой охлаждения. В общем, эту деталь всю под замену. Мы ее восстанавливать не будем, просто надо ее менять. Это нога, она отдельно, а вот здесь стык, этот кронштейн под замену. А это блок цилиндров от этого мотора. Все болты были наживлены, мы его разобрали, вынули коленчатый вал. По подшипникам никаких претензий нет, по поршням тоже задиров нет. Ну, тут какая-то ржавчина в среднем цилиндре, но проблема не в этом. Самая главная проблема в том, что его пытались восстанавливать, подваривать. Восстанавливали перегородки, видимо, также начало прогорать, как и у ответной части. И при восстановлении всех этих нюансов понаделали кучу ям и царапин. Отсюда будет вытекать вода из системы охлаждения наружу. Здесь яма, здесь, это сразу видно. Также и здесь, и почему-то не обработанный сварочный шов здесь. Теперь вопрос, а что с этим делать? Шлифовать здесь нельзя. Иначе поршни начнут стучать о головку блока цилиндров. После всех этих сварок все плоскости будут кривые. И после сборки мы обнаружим, что вода будет идти со всех щелей. Поэтому сказали владельцу, что блок требуется заменить. С этим блоком мы уже ничего делать не будем, да и не хотим. И владелец приобрел блок цилиндров от мотора Yamaha 40. Проблема этого блока — задиры. Мы вскрыли все вот эти крышки, они были на герметике, но там отличное состояние. Просто заменить эти прокладки, удалить весь герметик и собрать все по-нормальному. В общем, установим этот коленвал с ремонтными поршнями в этот блок, чтобы гарантированно все плоскости были ровные, не было никаких проблем с охлаждением, чтобы вода наружу не выливалась. Также здесь начала уже корродировать оболочка гильзы. Сняли ногу, будем менять вот эту деталь. Нашли деталь, установили. Целые подушки, глушитель
Сейчас будем ставить ногу, все в обратном порядке. Были приобретены все необходимые запчасти для ремонта, гильзы были расточены, собираем мотоголовку. Закручиваем головку блока цилиндров. Нам очень не понравились старые болты, поэтому нам пришлось заказать ямаховские, японские болты новые на головку блока цилиндров. Вот мы их сейчас и поставим. Головку блока затянули. Теперь переставляем все со старого блока. Зажигание и карбюраторы. Но карбюраторы мы будем еще чистить перед тем, как их ставить. Собрали, отрегулировали, обкатываем. В общем, нашли такую проблему. Немного перегревается мотор. Открутили крышку термостата, сняли термостат. Увидели, что вода плохо поднимается до верхнего цилиндра. Давай, запускай. Показываю чуть-чуть. Сейчас вода поднимется. С контрольки пошла. Отсюда не пошла. Еще погазовать чуть-чуть надо. Вот. Очень мало воды выходит. Даем газ. Очень мало воды. Поэтому перегревается. А причина перегрева на холостых довольно проста. Крыльчатка под замену, лопасти загнуты, крыльчатка задубела. Поэтому на холостых качает плохо, но при добавлении оборотов качает лучше. Крыльчатку нужно менять. Ставим новенькую крыльчатку. Установили редуктор, запускаем мотор. Сейчас посмотрим, как пойдет вода на холостых. Вода поднялась. Итак, очередной конструктор готов. Итоговая сумма всего ремонта 70 тысяч. Отдаем владельцу. Мотору требуется обкатка, как для нового мотора.